Приветствую, вы на канале Экодрифт, и это вторая часть моего знакомства с Kingsong S16. Тестовое колесо все еще в сервисе с ошибкой BMS. Об этом и многом другом было в первой части. А в этом видео основное время занимает непосредственно разборка, плюс некоторые предварительные выводы и немного новостей. Это S16, чтобы его разобрать, мы подумали, что нужно начать с вот этой накладочки сверху. Здесь под накладкой стопор, который фиксирует накладку, чтобы она у нас не сместилась. Выкручиваем стопор и потом снимаем накладку. Это у нас стопор. Накладочка снимается. Но вот эти накладки, это прям здорово, это сильно лучше, чем S19, даже приятно. Разъемов под боковой накладкой нет, поэтому снимем крышку контроллера. Для начала нужно убрать все резиновые заглушки. А вот эти самые заглушечки. Откручиваем крышку. Четыре винта. Крышка у нас сразу начала отходить. Поднимаем, убираем. Там в пазу в основании под крышкой находится уплотнительная резиночка, которая у нас выполняет роль гидроизоляции. Дальше все стандартно. Отключаем батарейку и обесточиваем контроллер. Коннектор дополнительно зафиксирован парой стяжек и обесточиваем. Теперь открутим винты дисплея, снимем дисплей, посмотрим, что там под ним. Винты залиты компаундом, аккуратненько все счищаем. Если сравнивать с S19, то огромный прогресс, что нет никаких боковых плат. Все-таки смогли они всю электронику уместить под крышки, хотя под контроллером скрывается большой макаронный монстр, то есть куча проводов, лапши и много разных коннекторов. Обратная сторона дисплея. Здесь у нас еще две отдельные платки. Это плата USB портов, которая уходит туда вниз. На отдельной плате у нас разведены порты зарядки и кнопка включения. Короче, как S22. Снимаем дополнительную плату с USB портами. На этой же плате расположен сенсорный датчик подъема. Откручиваем фазные провода двигателя. В отличие от S22, здесь нужно обязательно будет снимать крышку, чтобы поменять камеру или покрышку, чтобы отсоединить фазные провода. То есть дополнительного коннектора здесь какого-то или переходника не предусмотрено, а провода выходят непосредственно в пространство контроллера. Дисплей снимать не обязательно, он вроде не перекрывает провода. Там еще обнаружилась крышка, которая держит кабель, надо ее тоже открутить. Крышка держится на 4 винтах и завлекается туда внутрь, за контроллер. Вот эта крышка. Никакого уплотнителя, никакого резинового кольца, никакого герметика, ничего нет. То есть вода снизу может теоретически спокойно залиться в отсек контроллера. Гидроизоляции здесь нет. Мы попробуем выкатить двигатель. Для этого нам нужно освободить подвеску из проушин. Попробуем открутить все эти два большие черные винта. То есть начнем с одного, с одной стороны, потом такой же с другой стороны. Вот сколько шайбочек. Болт мощный, на нем 6 тонких шайбочек, проставок. Чем-то мне этот болт напоминает Бигоди Hero. Поставим на подставочку и все то же самое проделаем с другой стороны. Откручиваем стопорный винт и потом стаскиваем накладку. С этой стороны накладочка пошла тяжелее. Пришлось ее подковырнуть немножко. Но все равно накладочки эти, это классно, мне нравится. Они прикольные, лучше, чем весь этот пластик на S19. Крепления педалей здесь такие же, как на S22 Pro. Мы не стали даже эту педаль снимать, в общем, ничего интересного. Просто маленькие педали, немножко другой формы. Да, и педали почему-то смещены вперед. То есть, если на S22 Pro они стоят сдвинуты назад, чтобы они были по центру оси, здесь они смещены вперед. Для того, чтобы было удобнее ездить, легче ускоряться.
Но это на любителя. Если вам не нравится, можно педали переставить назад по классике. Но педали такие маленькие, поэтому, наверное, их логичнее оставить именно в положении вперед. Так будет удобнее. И пробую выкатить мотор. Опять во что-то упирается. И наверняка опять колонки. Так просто вытащить двигатель не удалось. Опять у нас там где-то внешние рычаги упираются в колонки. Зато очень хорошо видно, как двигается подвеска в горизонтальном положении. Это за счет дополнительных стабилизирующих роликов. Ну что ж, ничего не остается, поэтому откручиваем колонки. Чуть-чуть герметика здесь у нас, чтобы не заливалось внутрь. Тоже отверстие у нас, да, для того, чтобы не создавалось избыточное давление внутри при работе динамиков. И никакой мембраны защитной нет. Мы хотели разобрать колоночку, но снаружи нет ни одного винта, она просто заклеена. Ломать колонку не хочется. Предполагаю, что там такая же конструкция, как у колонки S19. Наш руководитель сервисного отдела говорит, что колонка тяжелее, чем на S19, но, по-моему, нет. По звуку она точно хуже. Я проверял, она очень сильно хрипит. Тут мы смотрели, как вытаскиваются провода и кабели от батареи, от периферии. И в отличие от двигателя, здесь у нас есть даже какой-то резиновый уплотнитель. Здесь коннектор неплохой, получше, чем коннектор у S19. Здесь ничего не переплетается. Наверное, он даже будет держать воду, учитывая, что он расположен снизу. Если колесо не переворачивать, то этот коннектор должен, по крайней мере, выполнять свою функцию. Если сравнивать конструктив с S19, то они избавились от боковых плат, к которым подключался периферий, там колонки, подсветка. Здесь же все подключается непосредственно к плате дисплея. То есть колонки подключаются к дисплею. Та верхняя плата, которую мы сняли. И бипер. Он там был у нас тоже на боковой плате отдельно. Здесь он просто прикручен проводочком, подключается непосредственно к контроллеру. И снова возвращаюсь в сравнению с S19. Вот эта белая лента, это у нас то, что было боковой подсветкой на S19. То есть здесь это все реализовано просто одним ободочком вокруг контроллера. А вся остальная подсветка находится у нас непосредственно в колонках под пластиком. И это у нас стоп-сигналы. Ну, они же поворотники, видимо. И вторую колонку снимаем. Немножко герметика. И чтобы колонку снять, нужно снова вытащить, извлечь наружу уплотнитель. То есть надо его туда вдавить, чтобы он провалился вниз под контроллер. Под коннектор динамика здесь просто высверлено отверстие. Достаточно так грубо и кустарно. Надеюсь, в серийных будет получше. Попытка выкатить двигатель номер 2. В этот раз получилось. Красота. Ну, по роликам вопросов здесь нет. Все как на S19. 28 роликов. А вот эти оси, они что-то у нас тут не особо-то и зафиксированы. Проставочки забыли поставить. Ну, примерно на пару миллиметров гуляет влево-вправо. Классная сборка. Kingsong, конечно. Молодцы. Зато подвеска работает из коробки. Только, наверное, не очень долго. С такой летящей осью эту ось просто переломит. Кстати, смотри. Достаточно опасно. Надеюсь, опять же, в серийном экземпляре они все-таки не забудут туда поставить свои спейсера. Немножко... Шайбочки. Да, то есть, ну... А еще у нас здесь небольшой косячок. Это то, что подвеска отпрет крыло. На нем практически не ездили, но уже есть какие-то потертости. Небольшой люфт есть, но вряд ли он влияет. То ли не по размеру крыло, то ли они где-то просчитались. Но, с другой стороны, это ни на что не влияет. Притрется, даже не заметишь. Сначала мы освобождаем кабель. Я тут про кабель хотел сказать, но Анатолий немножко меня опередил. Здесь рамку под этот кабель они сделали получше. То есть здесь сразу идет закругление, нет прямого угла. И проблем с кабелем намного меньше получается. И легче и разбирать, собирать. И кабель идет, естественно, нигде не перегибаясь сильно. Молодцы. Обладатели S22 Pro начинают нервно покусывать локти. Почему у них не так же? Пробуем не грея. Это моя самая нелюбимая часть. Потому что даже в кадре видно, как сильно гнется шестигранник. Вот, два верхних были затянуты не так сильно. Тут что-то зеленое выползло из-под винтика. Зеленый фиксатор, ну, в принципе, вариант. Да, слава богу, что не красный.
Что-то здесь творится странное. То есть тут есть вот этот вот заводской фиксатор резьбы синий, который пастой наносится на заводе. А сверху еще они добавили зеленый фиксатор. Здесь у нас зеленые капли. И здесь тоже видно зеленые капли. В общем, что-то непонятное, что-то странное. Не знаю, что они хотели этим сказать. Какая-то у них своя методика сборки. Чтобы выкатить двигатель, спускаем покрышку, чтобы зазоры достаточно маленькие. Так, перевернули в другую сторону. Чуть не уронили телефон. И самая неприятная операция. Видимо, эти шаманства с зеленым фиксатором, они как раз именно из-за того, что все это дело тяжело откручивается, они пытаются, видимо, поймать какой-то баланс, чтобы откручивалось достаточно легко и при этом, чтобы не открутилось самопроизвольно во время езды. И пытаемся выкатить двигатель. Немножко мешает там провод. Пошло-поехало. Расстояние между роликами здесь меньше, чем на S19, ну то есть по горизонтали, меньше, чем на S19, на S22, то есть батарейный бокс имеет другую конструкцию, не такую, как на S22 Pro. То есть она аналогичная, но пазы под ролики расположены ближе друг к дружке. Если на S22 вот здесь передний паз, именно там были ролики, здесь у нас в переднем пазе проходит провод до фонаря, а паз, где ходят ролики, он расположен дальше, глубже. Не знаю, плюс это или минус. Ну, как факт, конструктив поменяли. Здесь стандартный двигатель GF, к которому мы уже успели привыкнуть. Это S22 Pro и S19. Винты, которые мы выкручиваем. S18. А теперь еще и S18. И винты все с фиксатором резьбы с завода. И в герметике немножко еще измазано. Все как обычно. Напомню, что центральная часть, ступица или вал, или ось, кому что больше нравится, она стальная в этом двигателе. Лучше. Так, мы сняли наконец-то крышку. Хочу сказать, крышка здесь снимается очень тяжело. У крышки буртик снаружи, и он, получается, заходит туда под обод очень глубоко, к нему не подлезть. Очень все это неудобно и как-то не продумано. И подшипник у нас остался на оси, что тоже минус. Ну а так здесь все стандартно. Под подшипник у нас обойма сделана в крышке из стали. Все аналогично с двигателем GF. Даже не знаю, что тут рассказывать. Размеры сальника, подшипника и все прочее здесь все то же самое, что S22 Pro, S19. Смотрите там техноблоги. Открыли вторую крышку. Немножко стало грустно, потому что здесь у нас и на обойме ржавчина. Не знаю, видно, не видно. Вот здесь все рыженькое, следы ржавчины. И по ободу тоже есть ржавые следы. Ни на что не влияет, но обидно. Новое колесо и сразу следы ржавчины. Качество Kingsong, конечно, не меняется, увы. Даже Bigodi сделал уже выводы, и сейчас они следят за качеством своих двигателей. У Kingsong, к сожалению, то ли завышенное самомнение, то ли они просто считают, что это не недостаток. И постоянно приходят двигатели с какими-то следами небольшими ржавчин. Здесь еще интересно. На колесе какая-то болтающаяся оплетка из стекловолокна. Она может просто оторваться в процессе езды. И к чему приведет, можно только догадываться. Несмотря на то, что Kingsong постоянно меняет подрядчику двигателей и рапортует о том, что они борются за качество, качество все равно страдает. Лишние кусочки оплетки. Скорее всего, эти кусочки просто были недорезаны. Кто-то просто подходил к сборке двигателя немножко спустя рукава. Ну, намотка, понятно, что не идеально, но с другой стороны терпимо. Везде более-менее так же. Можно даже посчитать количество жил. Анатолий утверждает, что там 23 жила. Но учитывая, что здесь все пролачено так себе, я думаю, что он не ошибся. Лака, кстати, дополнительного вообще нет. Вспоминаем Lynx, где все залачено было намертво. К сожалению, Kingsong не борется за улучшение качества. И тут копеечный какой-то лак нанести и просто сделать какой-то дополнительный контроль качества и просто проверить, чтобы двигатель не был ржавым.
Это же немного усилий, но намного выше качества, намного больше уверенности у пользователя. Kingsong это не делает. Извлекли статор. Иногда бывает следы ржавчины, и нам опять повезло. На магнитопроводе есть немножко следов, и это обидно, как я уже говорил. Скорее всего, эту ржавчину статор получил просто при хранении на складе, перед сборкой непосредственно. Потому что хранят они это все просто в кучке на полу. Магнитопровод 33,2 мм. И магниты 33 мм. И с ободом у нас тоже неприятность. Здесь вот скол, и там видна ржавчина. Также магниты приклеены на ободе со смещением. Ну, по типу, как это делает ветеран. С этой стороны у нас здесь отступ магнитов миллиметр, а с другой стороны его практически нет. Здесь его нет. Kingsong в обращении воздух. Научитесь уже делать качественного двигателя. Посмотрите, как их собирает ветеран. Стянули покрышку, чтобы замерить посадочную ширину. 38 мм получилось. И есть небольшие полочки на ободе для установки покрышки. Ну, те, кто хотят считать этот обод за мотообод, могут, в принципе, смело так утверждать. Но полочки они такие маленькие, и у них нет еще дополнительных бортиков, чтобы покрышка сидела там без смещения. И у нас остались батарейные боксы. Контроллер, наверное, нет смысла разбирать дальше. Там с ним и так все понятно. Надо, наверное, вскрыть батарейный бокс, извлечь аккумулятор, посмотреть, какая там гидроизоляция и что за БМС. Пытались прорезать здесь гидроизоляцию к батарейке. На самом деле очень хорошо здесь все загермечено, прям плотненько, классно. Не могу не отметить плюс. И откручиваем нижние крышки батареи, чтобы вытащить аккумулятор. Крутим руками, потому что нам нужно разбирать это до 6 часов вечера. Надо занять чем-то время. Давим сверху, где провод, чтобы батарейка пошла вниз. Тут мы все разодрали, всю гидроизоляцию. Вдавили аккумулятор, теперь надо его вытрясти вниз. Аккумулятор у нас ни в какую не хотел высыпаться вниз, поэтому Анатолий открутил всю башку целиком. Опа, и она снялась. Конструктив головы, если кому интересно. На 4 ножках такая собачка. Boston Dynamics. Вид сверху на боксы. Ручка у нас осталась на месте. То есть эти две ручки они у нас держат боксы между собой. Есть подозрение, что прокладка там цельная и не дает снять аккумулятор. Открутили крышку и открываем. Нет, все как обычно. Просто крышка. Надо сильнее давить на аккумулятор, чтобы он у нас выполз вниз. Хотя теперь, наверное, и без разницы, куда его вытаскивать, можно и наверх. Конструкция как на S19, по крайней мере, очень похожа. Правда, аккумулятор тут другой формы. И аккумулятор вылез. Похож аккумулятор на все эти S19, S22. Но аккумулятор мы разбирать не будем. Что здесь можно сказать? Балансировка есть. Smart BMS, все как обычно. Здесь у нас предохранитель 250 мА. Это на работу логики, которая у нас за все отвечает, за работу BMS. Потом на заряд у нас предохранитель 20 ампер. И на разряд стоит предохранитель на 50 ампер. Так, что у нас еще осталось? Это фара. Слушайте, ну там плата со светодиодами. Все то же самое, что из 19, из 22 Pro, неинтересно. Ручка. Ну, я не вижу смысла ручку тут снимать. Тоже понятно, что такой же конструктив, как на S22 Pro. Телескопическая ручка выдвижная, она просто с шариками, которые фиксируют ее выдвинутом сложном положении. У меня закончились кадры внешнего вида колеса. Повторять их из прошлого видео не хочу, поэтому рассказ буду продолжать под запись моей первой поездки после того, как колесо собрали. Итак, кроме фары ручки, на видеоразборке еще не попали линки. Ну, рычаги подвески. Каюсь, забыл. Но там все довольно стандартно и очень похоже на S19. Здесь все проушины линков усилены подшипниками. Правда, это те же довольно жиденькие подшипники, что ставились еще на S18. Ну и запрессованы они могут быть не очень качественно. Хотя, по-честному, работа этих подшипников ни на что уж так принципиально-то и не влияет, даже если какой-то начинает подклинивать. Выводы после разборки. Kingsong поражает своей расслабленностью.
не вижу никаких поползновений в сторону улучшения качества. Причем это тестовое колесо, ну то есть King Song знал, что мы его будем изучать с лупой. И что мы получили? Некоторые коннекторы были плохо вставлены. В двигателе ржавчина, немного колотый магнит. По сути, в колесе нет гидроизоляции. Аккумуляторы, да, соглашусь, запакованы просто отлично. И там еще датчики влажности, туда можно не соваться вообще. Но электроника, ну как так? Те же колпачки на портах. А вывод кабеля двигателя, вообще считаю, что его надо обязательно заливать герметиком и обязательно качественным, эластичным. По подвеске вы видели. Не хватает элементарно проставочек, чтобы избавиться от люфтов и сделать нормальное сочленение с подшипниками. Ну, чтобы не терлись сами линки, а головки осей. Нижняя ось установлена просто не в размер. При этом я уже посмотрел в телеграм-группе S16, что и у серийных колес, которые уже получили ровно те же проблемы. Одно колесо в группе очень сильно терло крыло. В общем, по-хорошему подвеску надо перетрясти и перебрать. Оставлять так можно, конечно, тоже. На S19 часть ребят так с лета и катают, ничего не делая. Но на нашем тестовом S19 таких явных ошибок не было точно. Плюс мы сами перебрали и добавили все недостающие шайбочки. По поводу S16 Pro версии. Опять же в группе скинули, что размер магнитов и статора такие же, то есть 33 мм. Все мои выводы про тягу и намотку были верными. Но там же в группе Макс Белозеров поделился информацией о предзаказе S16 Pro на новых двигателях за рубежом. Я запросил информацию на заводе, и действительно они уже налаживают выпуск S16 Pro с новым двигателем. Там будут магниты 38 мм. Должна существенно увеличиться тяга, правда не ясно, что будет с весом. Удивительно, только первую партию получили, а уже новый двигатель. Но теперь S16 Pro заиграл новыми красками. Конечно, батона из новинки все равно не случится, но если там тяга будет не хуже базовой версии S16, то это уже будет успех. Лишь бы только не прибавилось еще 2 килограмма сверху. По поводу езды я расскажу в следующей, третьей части, после того, как мы колесо оживим и я еще на нем поезжу. Мне не понравилось ехать с родными подушками. Минут через 15 появлялись болезненные ощущения. Надо попробовать поменять их положение, а может поставить вообще другие подушки. В общем, еще много чего надо попробовать, чтобы сложилось более полное впечатление. Да, после разборки остается ощущение, что S16 просто целая куча недостатков, пусть и мелких. И если взглянуть в отрыве от реальности моноколесного рынка, вполне соглашусь, что странно такое колесо рекомендовать к покупке. Но вся проблема в том, а что лучше? Сегмент легких подвесочных колес представлен V11Y, S18 и немного T4. Ну плюс еще можно S19 посмотреть. Что касается S18, то мое мнение, что оно сильно проигрывает по характеристикам. Низкие педали, недостаточная тяга, сильно уступающая подвеска даже в доработанном варианте. Качество S18 ну точно не лучше. S16 как раз получается очень хорошей альтернативой, особенно для тех, кто ценит алгоритмы King Song. С другой стороны, решающим преимуществом S18 так и остается вес в пределах 26 кг. InMotion V11Y. Кстати, как считаете, как его лучше называть? V или Y? А может Игорек? Не знаю, для меня сразу такая подвеска отметается, хотя по надежности и качеству сборки, особенно электроники, рискну предположить, что Inmo будет лучше. T4. Часть пользователей его сразу исключает, как раз из-за качества подвески и в целом качества бигоди. Плюс нет Smart BMS, хотя по тяге T4 очень даже нормальный вариант. Бигоди на них обновили прошивку, там есть даже Race мод. Педали уже так не гуляют, как год назад, но с подвеской, да, вопросики остаются. При этом фанаты бигоди в любом случае уверен, что даже не обратят внимания на S16. 84 вольт это ниже их достоинства. S19. Больше, выше и все в пластике, а по качеству точно не лучше. Еще можно вспомнить InMotion V14 и Patton, но это уже другая лига. И по цене, и по весу, и по габаритам тоже. А на этом у меня сегодня все. Вопросы, замечания обязательно пишите в комментариях, я их все стараюсь читать. Ну или добавляйтесь в группу Telegram, там можно более развернуто пообщаться. И удачи на дорогах.